Армия теряет контроль над еще одним городом. Лукашенко готовится к войне, а украинская разведка выбила россиян из очень важной точки в Харьковской области. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Украина ликвидирует последствия обстрелов по Харькову. На город было сброшено до 10 авиабомб. Лукашенко вновь говорит о подготовке нападения на Беларусь и заявляет о создании нового подразделения из стариков. Вторая тема – кадры вот этих вот умных, толковых, сильных стариков и то подразделение, которое мы решили из их состава создать. Одна из бригад ВСУ может оказаться в окружении. Что происходит в Донецкой области и почему обстановку называют критической? Абсолютно сосредоточие вражеских штурмов на нескольких направлениях. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начну. Российская армия штурмует город Угледар в Донецкой области. Это еще одна горячая точка на линии фронта. Издание Forbes пишет, что 72-я механизированная бригада ВСУ, которая практически 2 года стояла на защите этого города, теперь может оказаться в окружении. Сейчас силы этой бригады, по данным издания, истощены. Тем временем в сети появляются видео, снятые БПЛА. На кадрах показаны удары по городу, вероятно, управляемыми авиабомбами. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины говорит, что город действительно подвергся значительным разрушениям со стороны армии РФ. И именно поэтому оккупантам удается продвигаться вперед. В то же время военный аналитик, полковник ВСУ, в прошлом спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, в интервью «Нехта» заявил, что Украина может потерять не один город, а сразу несколько. Речь идет об Угледаре, Селидово и Торецке. Абсолютно сосредоточие вражеских штурмов на нескольких направлениях. Направление Кураховское, Покровское, Торецкое. В направлении на Лиман противник атакует, ну и в районе Угледарского выступа. Противник ведет активные наступательные действия. Собственно говоря, на этих участках фронта в настоящее время враг сосредоточил все свои основные силы и средства и в принципе имеет соответствующие тактического уровня территориальное приобретение. Они обусловлены не только тем, что у противника достаточное количество сил и средств, и этих сил и средств кратно больше, нежели у украинских сил обороны на этом участке фронта. Эти успехи вражеской армии обусловлены некоторыми просчетами тактического уровня командиров украинских сил обороны. Собственно говоря, срабатывает фактор усталости украинской армии, и это очевидно. В настоящее время фактор ресурсов остается ключевым, и если нам этих ресурсов начинает не хватать, совершенно случаются ошибки, определенные просчеты в организации оборонных действий, что, собственно говоря, и использует противник в полной мере. Я думаю, что в перспективе необходимо готовить украинское общество к тому, что вариантов удержать под контролем как минимум 3 населенных пункта на территории Донецкой области украинским силам обороны будет крайне проблематично. Лукашенко готовится к войне и готовит новое подразделение из умных, сильных стариков, которым предложат контракт с Минобороны Хренина. Самопровозглашенный опять намекает на нападение, с какого направления не ясно, и практически сразу же сам опровергает свои слова. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было. Как бы ни была острая обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны. Но и на этом противоречивые заявления Лукашенко не закончились. Он то говорит о слабости белорусских солдат, то о том, что армию усилят благодаря, опять же, новому подразделению стариков. А то у нас солдат вроде и специалист неплохой, но ему 4 килограмма или там 3,5 автомат на шею повесь, он 3 километра не пройдет пешком. Но отыскивая хороших специалистов, мы решили создать еще одно подразделение из тех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии. А что вы думаете по поводу заявления Лукашенко? Напишите, пожалуйста, свое мнение в наших комментариях.
Белорусский истребитель пересек воздушное пространство Украины на несколько минут. О таком воздушном инциденте накануне заявили украинские мониторинговые каналы. В воздушных силах Украины в этот момент сообщали об атаке беспилотников. Кроме того, упоминалось и о некой нескоростной цели в небе над Украиной. Воздушная цель, нескоростная, на границе Киевской и Житомирской областей пересекла государственную границу с территории Белоруссии, курс южный. Уже спустя 3 часа после этого сообщения в воздушных силах Украины заявили, что факта нарушения воздушного пространства не было и, вероятно, была применена радиолокационная помеха, но кем ВС Украины не уточняют. В то же время украинские мониторинговые каналы, которые также писали о цели в небе, заявили, что идентифицировали эту цель. И по их данным, в небе над Украиной был истребитель Як-130 воздушных сил Республики Беларусь. В Минске об этом ни слова. Тем временем, по данным военных аналитиков, любые события, которые происходят в воздушном пространстве над украинско-белорусской границей, могут быть не случайны. И главная цель – проверка реакции Украины или же выявление систем ПВО. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Харькове продолжают ликвидировать последствия массированных обстрелов города. Накануне российская авиация сбросила на город до 10 авиабомб. В очередной раз мишенями стали не военные объекты, как утверждает Россия, а жилые многоэтажные дома. Известно о десятках пострадавших, есть и погибшие. По данным украинских властей, армия РФ била по 4 административным районам Харькова. Удары, кроме домов, пришлись и по гражданскому предприятию пищевой промышленности. Новый президент Ирана осуждает Россию за ее агрессию против Украины и стремится к переговорам с Западом по поводу этой войны. О таких настроениях Масуда Пезешкияна и его взглядах пишет The Guardian. По данным издания, Пезешкиян в очередной раз отрицает поставки иранских ракет России. Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами для диалога и обсуждений. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории. Напомню, что согласно отчетам западных разведок, Тегеран передал Москве баллистические ракеты «Фат-360». В РФ и Иране отрицают это. Тем временем расследователям Рейтер на основе данных о судоходстве удалось установить, что российское грузовое судно совершило несколько рейсов в период с мая по 12 сентября между иранским портом Каспийского моря и российским портом. Вероятно, что именно по этому маршруту и осуществлялись поставки баллистических ракет. Еще одно село на юго-западе Польши уходит под воду. Вода из Одры пошла в течение местной реки Бяла, и та вышла из берегов, сообщают польские СМИ. Происходит это в Любушском воеводстве, недалеко от границы с Германией. В то же время премьер Польши Дональд Туск заявил о том, что возникла необходимость бороться с бобрами, которые стали большой проблемой для безопасности страны. Ваше предложение не первое о том, что нужны быстрые изменения, когда речь идет о присутствии бобров на дамбах. В 2010 году мы принимали решение, экологи были недовольны, но есть приоритеты. Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, сел и устойчивостью дамб. Подразделения украинской разведки меняют планы россиян в Волчанске Харьковской области. Военные ГУР освободили Волчанский агрегатный завод. Сообщается, что абсолютно все российские военные на территории этого предприятия были ликвидированы. Для россиян этот завод в городе, который наполовину контролирует ВСУ и наполовину ВС РФ, был своеобразной крепостью, уточняют в ГУР. Тем временем аналитики Американского института изучения войны сообщают, что российские войска переходят к оборонительным операциям к северу от Харькова, возможно, в результате вторжения Украины в Курскую область. Что же действительно происходит на этом участке фронта? Об обстановке нам также рассказал военный аналитик и полковник запаса ВСУ, который ежедневно следит за изменениями на линии боестолкновения. Да, интенсивность боевых действий как на севере Харьковской области, так и на ее востоке в определенной степени уменьшилась. Хотя, если говорить исключительно про Лиманский или Купинский напрямок, это будет, наверное, не совсем справедливо. Противник все еще пытается атаковать наши рубежи и позиции, имеет тактические успехи. Что же касается ситуации на севере Харьковской области, то да, очевидно. В связи с тем, что противник был вынужден перебросить основную часть своих сил и средств с территории Белгородской области на территорию Курской области,
Соответственно, интенсивность наступательных мероприятий со стороны российской армии в направлении на Вовчанск или на направлении на Липцы значительно уменьшилась. Но говорить о полной стабилизации фронта на этом участке фронта, я думаю, все-таки слишком рано. Время от времени противник активизирует свои усилия, пытается атаковать, контратаковать, и это, собственно говоря, требует от украинского генерального штаба держать соответствующий комплект сил и средств на севере Харьковской области в том числе. Тем временем, по данным украинских СМИ, в Харьковской области увеличили зону обязательной эвакуации из приграничья. Речь идет об эвакуации из 15 населенных пунктов области. If we do have people banging on the acrylic. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, но вы также можете стать опорой для FPV-взвода в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ. Мы объявляем сбор на оборудование, которое повысит эффективность этого взвода. Все детали вы найдете в описании под этим видео, там же есть и ссылка на банку. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.